В этом году у меня довольно демократичный календарь, 8 с чем-то долларов за бутылку. Я понятия не имею, что сейчас мы откроем. Та-да-да-дам! Потом нужно вскрыть по перфорации. Ай, ой. Привет, это Таня Эндвайн. Сегодня 1 декабря, а значит самое время открывать адвент-календарь. Еще в прошлом году я узнала, что адвент-календари бывают не только традиционные с шоколадками, но и, например, с косметикой и даже с алкоголем, вот в частности с вином. Согласитесь, гораздо приятнее отсчитывать дни до Рождества, если каждый день наливать себе в бокал что-нибудь новенькое. Даже на американском рынке таких календарей выпускают не так уж и много и начинают продавать сильно заранее, где-то в начале октября. И разбирают их довольно быстро, поэтому нужно успеть. Календари отличаются количеством бутылок, там бывает 24 или 12, размером бутылок. Это могут быть полноценные бутылки, могут быть маленькие вот такие колбочки по 100 мл, как у меня было в прошлом году в календаре Winebox. Также бывают бутылки серединного формата, ну то есть там самые разные размеры. Еще они отличаются по составу. Бывают календари только шампанских, только белых вин, только красных, и только калифорнийских, например, только европейских и так далее. Есть календари с другими видами алкоголя, например, виски или пиво, но я думаю, про них вам расскажут на других каналах. В этом году у меня довольно демократичный календарь из народного гипермаркета Costco. Ну, это такой местный Ашан. Этот календарь стоит $99 99 центов. Здесь 24 бутылочки объемом 375 мл, то есть это половина большой полноценной бутылки. Получается здесь 12 полноценных бутылок. Если разделить $99 99 центов на 12 бутылок, то получается 8 с чем-то долларов за бутылку. В принципе, это совсем даже недорого. Про само вино на коробке ничего не написано, что там внутри, остается только гадать. Здесь вот 24 бутылочки, каждая в своей ячейке, и когда ты открываешь одну, ты не видишь, что в соседних ячейках, поэтому остается элемент сюрприза и неожиданности. Календарь этот для Costco делала компания Flying Blue, которая, как утверждается у них на сайте, покупает вино у небольших производителей по всему миру и продает их под собственными брендами. Также Flying Blue сделала для этого календаря специальный веб-сайт. И каждое вино имеет свою иконку, и ты на нее кликаешь, и там будет какая-то информация о вине. Мне очень хотелось заранее открыть все эти вина и посмотреть, что там, но я честно держалась, поэтому я понятия не имею, что сейчас мы откроем, и это будет для меня сюрприз такой же, как и для вас. Ну что, приступим и откроем первую бутылку. Та-да-да-дам! Барабанная дробь. Тут, кстати, каждая ячейка имеет свой орнамент, такой вот в красно-бело-синих, темно-синих тонах. Очень симпатично. Первая ячейка с полосочками. Тут вот есть специальная перфорация, куда нажимаешь пальцем сначала, а потом нужно вскрыть по перфорации. Вот так это происходит с треском. Вот, наверное, нужно полностью это выдрать. Вот остался вот такой медальончик. Достаю первую бутылку. Та-дам! И это розе. Розе называется Пассаль, Португалия. Про год, кстати, ничего не сказано. Кевс де Монтана, Анадия, Португал. Ну вот, кстати, про португальские регионы я вообще ничего не знаю. И мне кажется, португальское розе я точно никогда в жизни еще не пробовала. Его, конечно, советуют подавать охлажденным, но, честно говоря, ждать охлаждать сейчас, наверное, я не буду и попробую так. Вообще эти бутылочки обычно завинчиваются, имеют завинчивающуюся пробку, поэтому я вот сейчас рискну и попробую сделать вот так. И нет, и прокручивается только вот обложка. Вот у меня есть обрезчик для фольги, сейчас я это сделаю. Ай, ой. Он так... Я не уверена, правильно ли я это делаю. Нет, смотрите-ка, здесь пробка. Так что мне понадобится и штопор. Штопор в студию. Вот мой волшебный электрический штопор, который мы помним еще по прошлым видео. Я ему не изменяю. Так, погнали. Все. Здесь хороший объем, потому что вот в прошлом году у меня было 100 мл, и это было откровенно мало. Пахнет розе.
Вот как оно должно пахнуть. Немножко клубнички в аромате. Приятненькое, фруктовое, клубничное, цветочное. Немножко такой вот свежести морской, соленой. Никогда не была в Португалии. Очень хочется. И очень хочется вообще в следующем году, чтобы путешествия наконец-то вернулись в нашу жизнь и куда-нибудь вот съездить в новую страну. Вот загадаю, чтобы съездить, ну, например, в Португалию. Почему нет? Вполне себе, да, молодое, легкое, свежее вино. Да, в нем есть даже пузырьки остаточные, то, что часто бывает в молодом вине, и вот в частности в розе. И на вкус оно очень действительно приятное. Его, конечно, очень не помешало бы охладить, но даже и так оно мне уже вот нравится. Здесь хорошая кислотность, оно будет хорошим сопровождением к еде. Я считаю, что розе такое универсальное вино, которое подойдет и к мясу, и к рыбе, и к морепродуктам. Но это розе легкое, можно его и под фрукты, как аперитив. Такое совершенно универсальное вино, я понимаю, почему его поставили первым номером, потому что это отличный старт для знакомства со всеми этими прекрасными новыми винами. Ну что же, этим вином я открыла ящик Пандоры, а значит теперь каждый день в декабре я буду открывать новое вино и записывать видео, которое можно будет увидеть в сторис здесь на ютубе и в моем инстаграме Tanya & Wine. Если кто еще не подписался, обязательно подписывайтесь. Давайте вместе вести обратный отсчет этого странного уходящего года и надеяться, что следующий будет, ну, хотя бы немного лучше. Cheers!